Здравствуйте, с вами Маргарита Худокормова. Украинские СМИ не перестают удивлять нас своими перлами. Тема сегодняшнего выпуска – провал курортного сезона в Крыму. Миф или реальность? Тема возвращения Крыма в родную гавань еще долго не будет давать покоя украинским властям. Еще весной они пытались показать своим телезрителям, как в Крыму все плохо, как Украина оставила полуостров без воды, электричества, газа, как бедные крымчане в отчаянии воют на берегу Черного моря и, подобно Адель, ждут спасительный корабль с алыми парусами, который отвезет их обратно на Украину. Или они могли пойти по другому пути, сказать, будто отправили в Крым своего специального корреспондента, который под видом обычного туриста узнавал мнение жителей Крыма о жизни в составе России. Разумеется, со слов доморощенного Джеймса Бонда выходило, что крымчане страшно расстроены своим положением, яростно клеймят Путина и проклинают тот день, когда сказали «да» на референдуме. Но это было весной, когда для картинки ужасов Крыма можно было выбирать любую тему. А сейчас наступило лето, а с ним солнце, море, пляж. Как же быть украинскому медийщику? Ведь не скажешь обывателю, что у крымчан в наличии все эти незатейливые, но приятные радости жизни, а у украинцев только гей-парады, фашисты да мобилизация. Никто этого говорить не станет. Вот и придумали киевские акулы-пера байку насчет сорвавшегося курортного сезона в Крыму. Дешево и сердито. Обыватель поверит. А если не поверит, тоже не беда. Никто ничего проверить не сможет. Напомню, по новым украинским законам пересечение границы с Крымом для жителей Незалежной превратилось в такую головоломку, что, ей-богу, проще притащить пару шезлонгов на Крещатик и там позагорать. А кто сможет красочнее описать нужный продукт, чем лидеры угнетаемого и страждущего крымско-татарского народа? Понятно, что за все время пребывания Крыма в Российской Федерации мы не слышали ни единого факта гонения национальных меньшинств. Но кого это волнует, когда нужно создать сенсацию? А что думаете вы, какова реальная жизнь крымчан в России? Оставляйте свои комментарии и следите за нашими следующими выпусками.